Всем привет, с вами Владислав. Сегодня воскресенье, время на часах 3 часа. Сегодня выходной день, погода довольно теплая, на улице 22 градуса. Поэтому я вышел на прогулку, прогуляться, подышать свежим воздухом. Ну и заодно поснимать немножко улочки Японии, в каких домах живут японцы. Ну и может быть получится найти какие-то необычные места. Нахожусь я в районе Йосино, это тот же город Йокогама. Первый раз я здесь. Недалеко это от дома у меня находится. Довольно такой тихий, спокойный район. Вот, поэтому я сюда приехал, хотел просто побыть немножко в тишине. Вообще в этом районе я первый раз, еще здесь не был. Поэтому решил сегодня сюда приехать, чтобы посмотреть, что здесь можно найти интересного. Просто прогуляться. На районе у себя уже все обследовал, обходил, обшарил. Поэтому хочется что-то новое посмотреть. Ну и тем самым обследовать какую-то новую часть для себя. Новую часть Японии, где еще не был. Слева у нас детский парк. Родители с детьми проводят хорошо время на улице. Так, здесь у нас перекресток. Обязательно, да? Значок Томаре. Остановиться. Ну, это для машин. Посмотреть по сторонам и дальше идти. Кстати, людей на улице вообще немного. Вроде бы выходной день, да, должны все гулять. Ну, как-то вообще спокойно. Ну, в таких тихих райончиках, конечно. Смотрите, какое интересное место нашел. Часы. Кошка это Манеки-неко слева стоит. Один из символов Японии. Сова. И почему-то это тарелочки из диснеевские. Микки Маус, Дональд Дак. Так, а часы? Часы, к сожалению, стоят, не идут. Смотрите, здесь аквариум даже есть. В нем плавают рыбки. Блин, прикольно, на улице. А здесь что это такое? А это черепаха. Я даже, кстати, сразу не понял. Думал, какой-то крокодил, блин. Ну да, это черепаха здесь плавает. Какие-то игрушки маленькие. Кто это сюда поставил, вообще непонятно. Блин, ну прикольно. Ну, видать, какой-то хозяин решил здесь хранить аквариум, чтобы все могли полюбоваться. Вот. Я думаю, да, он рыбок здесь приходит, кормит. Потому что все плавают, все живые. Значит, в любом случае, да, кто-то их кормит, приходит. Чем такие районы интересные, тем то, что, как правило, какие-то вещи, да, ненужные, они японцы хранят на улице. Поэтому можно, гуляя по улочкам, посмотреть какие-нибудь прикольные вещицы. Домики в таких тихих райончиках, они либо двухэтажные, либо трехэтажные. И вот парковочные места вот такие вот для машин. Довольно маленькие по площади. Вот, и они, ну, маленькие машины, да, в принципе, без проблем можно припарковать. Но иногда у тех владельцев, у кого большие машины, они их паркуют прямо впритык. Вот, смотрите, какой домик, и здесь Прада стоит. Прям вообще максимально близко к стене припаркован. Как они оттуда вылазят, я не понимаю. Так, видимо, какой-то храм по пути попался. Потому что, видите, табличка? Ну вот он. Прямо по дороге. Там он вдалеке, лестница вверх идет.
Да, скорее всего, какой-то храм. Давайте дойдем туда, посмотрим. Такая дорожка идет наверх. Там у нас храм находится. Давайте поднимемся, посмотрим. Ну, я считаю, что именно в таких местах, необычных, видите, дорожка вверх, все окружено деревьями. Наверху виднеется вход в храм. Я думаю, именно такими местами привлекает Япония. Блин, с виду так кажется, что какой-то заброшенный храм. Так, это у нас получается буддийский храм. Потому что вот этот иероглиф, это утера, тера по-японски, переводится как буддийский. Соответственно, храм у нас буддийский получается. Ну и как еще определить синтоистский храм от буддийского? Это, конечно же, по входу. Здесь, видите, если бы синтоистский храм был, на входе были бы тории. Такие ворота, они, как правило, красным цветом разукрашены. Вот. А здесь у нас вход выглядит как строение буддийского храма. Вот. Поэтому здесь не только по названию, но и по самой структуре строения можно определить. И вот у нас здесь получается табличка, на которой написана информация по данному храму. Как он называется? Кстати, он называется вот так вот Хошоуджи. Дата утверждения получается Шова Рокуджу Саннен. Это период Шова, 63 год. Это получается 1988 год. Здесь видать, что подметают, потому что от метлы остались следы. Вот, но я думаю, конечно, здесь монахи живут. Как бы двери открытые, да, вход есть. В любом случае здесь кто-то есть. Есть такой вот дворик. Ну да, выглядит, конечно, он, да, заброшенно. Это получается напротив меня. Это главное здание. Вон справа там еще есть. Может быть, место, где живут монахи. Тишина идеальная просто. Аж захотелось присесть на какую-нибудь скамеечку и помедитировать. Настолько успокаивает это место. Ну ладно, пойдем дальше. Изначально храмы строились в китайском стиле. Это такие вот пагоды. Я думаю, все знают, как они выглядят. Но далее уже со временем японцы стали их немного, ну я бы не сказал модернизировать, но немножко изменять их образ. Так сказать, подстраивать под себя. Вот, и поэтому нынешние уже постройки, они довольно отличаются от изначальных китайских буддийских храмов. Так вот, гуляя по этим улочкам, стоят машины, велосипеды. Видать, что районы-то жилые. Кто-то вещи постиранные вон на балконе сушит. Но людей я вообще не вижу. Даже из домов, где открыты окна, вообще не слышно ни одного голоса. Такое ощущение, как будто либо, я не знаю, либо никого нету дома, либо они просто спят. Либо, я не знаю, либо тихо говорят. То есть вообще такое странное ощущение. Вроде бы все есть, вот, а вроде бы и нет никого. Поэтому, когда идешь, такое ощущение, как будто ты просто один в этом мире, и больше никого нету. Так, продолжаем нашу прогулку. Я уже немножко отошел от храма, от той части, где находилось такое возвышение, где именно и находился сам вот этот глухой район. Здесь уже немножечко цивилизация чувствуется. Потому что вон и люди появились на дороге. Ну и машины вот ездят. Вот как бы
Здесь уже жизнь идет полным ходом. Вот они, джиханки называются, джидо хамбайки. Автоматы, где можно купить воду, напитки любые. Они просто везде разбросаны. Видите, вон там еще один стоит. Где угодно они. Смотрите на улицу, какая она узкая. Кстати, знаки японские, в принципе, большинство, они все похожие. Допустим, если ты из другой страны, у тебя есть права. Если ты учился в автошколе, не купил их там, допустим, тогда, конечно, ты, в принципе, сможешь по Японии ездить. Вот. Но бывают такие вот дополнительные, да, какие-то знаки, либо под основным внизу, где будет написано по-японски какая-то информация. Вот здесь вот, ну здесь, в принципе, я думаю, можно и догадаться, то, что поворачивая налево, там одностороннее движение. Вот. Но все равно бывает, что какая-то такая нестандартная информация. Если ты не сможешь это прочитать, да, ты нарушишь правила. Поэтому водитель на Японии, конечно, хотя бы хоть чуть-чуть, но нужно уметь читать, я думаю, дабы избежать нарушений ПДД и более сложных ситуаций на дороге. Кстати, по пути я заметил такие вот контейнера, просто рандомно стоят вот здесь вот. Не знаю, здесь их сколько. Может быть, штук 40-50, наверное. Для чего они нужны? Допустим, как вы знаете, в Японии очень мало места. И если у вас скапливается какой-то хлам, который вы не хотите выкидывать пока что, дома и квартирки, они маленькие, иногда просто не хватает места все это скапливать. Поэтому есть возможность такая вот, арендовать такой вот контейнер небольшой и хранить свои вещи в нем. По цене я уже не помню, сколько именно это стоит удовольствие. Может быть, где-то 10-15 в месяц. Кстати, еще один автомат. Только здесь, смотрите, здесь уже продаются не напитки, а сигареты. Обязательно только после 20 лет, потому что возраст совершеннолетия в Японии с 20 лет. Поэтому купить алкоголь или сигареты в магазинчиках не получится. Здесь смотрите, какая система. Если же в автомате с напитками достаточно просто кинуть копеечку и купить, здесь обязательно нужна будет такая вот карточка специальная, которую нужно будет получить. Ну, конечно, после того, как ты станешь совершеннолетним. И только через эту карту ты сможешь себе купить пачку сигарет. Ну вот, смотрите, мне попался еще один храм. И здесь у нас уже храм другой. Как раз про который я говорил недавно. Здесь, видите, это тоже вход в храм, но строение на входе, оно другое. Здесь вот эти японские тории. По этим воротам можем понять то, что здесь у нас храм синтоистский. Ну и название, конечно, Джинджи, синтоистский храм. Тоже все написано. Здесь у нас тории сделаны из камня. Вот поэтому они в цвете камня. Если делают из дерева, большинство торий их красят. И обязательно, когда входишь в синтоистский храм, нужно поклониться. То есть кланяешься, дальше уже можешь зайти. Видите, по бокам два животных, которые охраняют вход. Тоже тишина. Ну, я думаю, то, что воскресенье, никого здесь нету. Хотя нет, вон там бабулька с дедулькой ходят, что-то разговаривает. А здесь, видите, место, где можно руки помыть перед входом в сам храм. Синтоизм — это, получается, японская традиционная религия, которая отличается от других религий тем, что люди поклоняются не одному богу, а большому количеству. Так называемые божества
либо души умерших людей. По-японски это называется ками. Ками – это бог. И люди верят в то, что эти божества могут проявляться в любых сущностях, таких как, будь это какой-то камешек, либо травинка, либо листик и так далее. И считается то, что прародителем всех вот этих божеств и вообще создателем японских островов это были первые два бога, это Идзанаги и Идзанами, которые создали всю Японию и остальные божества, которые населяют сейчас всю территорию Японии. Ну, практически во всех домах, видите, во двориках какая-нибудь зелень растет. Либо деревья, либо просто какие-то цветы. Ну и вот эта зелень, она придает красоту всему дому, я считаю. И, кстати, видите, на каждом доме написана фамилия, кто здесь проживает. Скутера продаются. Но это все поддержанные. Дешевые. Пробег 31 тысяча километров. Цена 109 800 йен. Ну, здесь уже какая-то модель покруче. Honda 2019 год. 20 тысяч километров пробега. В общем, все, я вышел из нашего райончика. Здесь уже видите, наверху идет автомагистраль. Это скоростная дорога, хайвей. Внизу там течет речка. В общем, уже время 4:30. Погуляла где-то 1,5 часа. Потому что, да, в 3 часа я приехал на место. И вот туда-сюда походил. Уже время близится к 5. Погода вообще шикарная. Ну, то, что облачно. Но, с другой стороны, если бы светило солнце, было бы жарко. Поэтому еще и ветерок дует. Вообще идеальная прогулка получилась. Но вообще прогулка по японским улочкам уже стала одним из моих хобби. Потому что можно не только погулять, но и посмотреть какие-то места интересные. Вообще посмотреть японские дома, как японцы живут. Поэтому я потихоньку отправляюсь домой. Вам спасибо за просмотр. Если будут какие-то вопросы, обязательно задавайте в комментариях. Также не забываем подписываться на канал. Всем хорошего настроения. Всем пока.